Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим быстро, вкусно, красиво и, главное, полезно. Друзья, сегодня была я в магазине в огромном, зашла в рыбную лавку по дороге и не смогла удержаться. Был такой шикарный кусок лосося, просто филюшка такая, что я ее вот прямо сразу же купила и хочу с вами сегодня сделать очень интересное блюдо. Оно будет называться лососевый татар или карпаччо, как хотите, можете называть, как вам больше нравится. Предупреждаю сразу же, лосось должен быть исключительно свежим, такого качества, как на суше. Потому что в Европе у нас не продают лосось просто так. Они спрашивают, для чего вы будете его, для чего ты покупаешь этот лосось? Ты его будешь жарить или грилить, или запекать, или если на суше, то лосось должен быть свежайшим, не более чем 2 часа, как его вот привезли или сфилетировали. Вот такой должен быть свежий лосось тоже на это блюдо. Ну что, я вам предысторию рассказала, не буду вас томить, идемте готовить. Для того, чтобы приготовить наше сегодняшнее блюдо, нам с вами понадобится глубокая миска, пресс для лимона, силиконовая ложка, очень острый нож, перчатка, чтобы не порезаться, ну и разделочная доска, конечно же. И из продуктов питания герой нашего торжества будет лосось. Свежайший лосось должен быть с качества суши. У меня 500 грамм, 1 спелый авокадо, 1 красная луковица, 1 лимон или лайм, баночка каперсов, мелко порезанный 1 огурец, ну и также немножко соевого соуса, кунжутного масла и черного перца. Как видите, я уже все меленько порезала. И теперь приступим к разделыванию нашего лосося. У меня филе, но оно на шкуре, и поэтому сейчас мы с вами будем снимать шкуру с этого лосося и мелко его резать. Приступаем. Берем очень и очень острый нож. Я одела, видите, перчатку. Если у вас нет такой перчатки и вы никогда не режетесь, то она вам не нужна. Теперь берем нашу филюшечку и поддеваем аккуратненько вот так вот сверху шкуры и аккуратно начинаем снимать ее. Теперь я, видите, уже поддела. Вот так оно у меня выглядит. Теперь я иду в противоположную сторону. Я немножко перевернула. Сейчас вот этот остаточек я уже обрежу на этой стороне. Вот что у меня с вами получилось. Видите, на шкуре немножечко есть еще лосося, и я обязательно обжарю его на сухой сковороде, и у меня получатся такие чипсы из шкуры лосося. Я очень люблю, очень вкусно получается и красиво. Так что пока эту шкуру мы откладываем и будем приступать к нарезанию нашего лосося. Сначала режем на такие полосочки, потому что нам нужен будет очень меленько порезанный лосось. Какой он красивый, посмотрите, просто прелесть. Прям мраморный какой-то в разрезе. Вот такие у нас получились слайсы. И теперь мы должны разрезать их еще раз пополам и порезать буквально на малюсенькие такие квадратики. Кстати, вот эта перчатка, те, кто режется, девочки, мальчики, я очень рекомендую. Мне муж купил, я сначала так скептически к этому относилась, а потом, когда пару раз порезалась хорошенько, сразу же нацепила мою перчаточку, и теперь, если что-то такое я должна нарезать, то я всегда в ней. Теперь можно это все еще хорошенько порубить, чтобы он стал еще более мелким. Теперь я снимаю свою перчатку, мы берем миску, в которой будем вымешивать эту прелесть, и сюда отправляем наш лосось. С помощью ложечки я выкладываю наш порезанный мелко лососик. Теперь в лосось мы с вами должны добавить соевый соус. Буквально 2 ложки.
Кунжутное масло. Тоже 2-3 ложечки. Вот так вот. Немного черного перца. Сюда же выдавливаем сок одного лимона или лайма. Все это немножечко перемешиваем. И теперь в нашу мисочку добавляем остальные ингредиенты. Мелко порезанный огурец, каперсы, красный лучок, который придаст пикантность нашему великолепному деликатесному блюду. Все перемешиваем хорошенечко, чтобы все стало такой как бы однородной массой. И когда мы все это с вами перемешали, в самом конце мы добавляем авокадо. Авокадо должен быть спелым. И еще раз аккуратненько перемешиваем. Потому что авокадо, он же тоже такой пресный. А в нашем лососе уже и соевый соус есть, который придаст такой солоноватый вкус, да, авокадо и другим продуктам, которые мы сюда с вами отправили. Каперсы, они также соленые, поэтому с соевым соусом осторожно, не переборщите. Вот что у нас с вами получилось. Теперь мы наш лосось со всеми овощами отправляем на час, буквально на 1 час в холодильник, чтобы все продукты вошли во взаимодействие и пропитались хорошенько. Ну, а потом будем с вами выкладывать эту красоту на сервировочную тарелку. Ну что, мои хорошие, лосось с овощами уже, видите, как хорошенько замариновался, пропитался. И теперь самое время красивенько его выложить на тарелку. Я взяла вот такое вот кулинарное кольцо. И сейчас мы его должны наполнить вот этой вот всей прелестью, которая пропиталась. И пахнет очень хорошо. Теперь мы это все хорошенько утрамбуем ложечкой. И с помощью вот такой вот крышечки мы должны сейчас сделать вот это. Та-дам! Смотрите, что у нас с вами получилось. Вот такая красота! Тра-та-та! Сверху можно украсить кунжутными семечками. Так. Веточкой базилика. И наше блюдо готово. Приятного аппетита! Посмотрите, что у нас с вами получилось. Как вам такое блюдо? Подавать можно просто в ресторане, честное слово. Можно поджарить хлебушек, например, цельнозерновой, и тоже подать рядышком, и съесть это с хлебом. Можно просто отдельно есть, как отдельное блюдо, да, те, кто на стадии снижения веса, например. Можно, если у вас есть икра, присыпать это все не только семенами, как я это сделала, кунжутными, но и икрой, и будет еще более нарядно. Очень вкусно. Я этот рецепт делала неоднократно, но решила сегодня и для вас его тоже как бы записать. Делается в общей сложности, когда ты сам для себя это делаешь, ну максимум 10 минут. А потом в холодильнике, конечно же, рыбка должна постоять и промариноваться немножко, потому что это сырая рыба. Повторюсь, опять же, рыба должна быть свежайшая, как для суши, качество. И все. Выкладываете формочку, если у вас гости, как у меня, вот я сегодня сделала для вас, да, или же просто можно все это положить на хлебушек и скушать с большим удовольствием на ланч, или же как на холодную закуску, если у вас гости, тоже великолепно подойдет к столу, красота такая. И вкусно, и полезно, и быстро. Так что, мои дорогие, готовьте, экспериментируйте, кушайте разнообразно,
вкусно, полезно. Ну и, конечно же, помните о том, что во всем должна быть мера, и что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Спасибо, что сегодня были у меня в гостях, и спасибо за ваши подписки, лайки, комментарии. Всегда с интересом все читаю и постараюсь обязательно отвечать на все ваши комментарии. Всех вам благ, здоровья и до новых встреч. С вами была ваша Виктория. Пока!